Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радакин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Европа прекрасно обходится без газа из России, но есть троянский конь, пишет Политико. Австрия сообщила, что на 98% зависит от российского газа, причем большая его часть поступает через Украину. Словакия также получила несколько миллиардов кубометров. Александр, что происходит с зависимостью либо независимостью Европы от российского газа? И почему вот Австрия так всех нагло подводит, хотя совсем недавно заявляла, что все окончательно решила избавляться от этой зависимости? Ну, если предельно коротко попытаться сказать, то господа из Политико, мне кажется, занимаются успокоением населения, не более того. Я, в принципе, ожидаю, что по мере приближения декабря будет появляться все больше и больше различных статей, в которых будет показываться, что да не так уж и страшно, если прекратятся поставки российского газа через Украину. Не так уж и мы и зависим от российского газа. Притом, зависит ли Европа от российского газа? Гораздо меньше, чем зависела в 2021 году, да даже в 2022 году. Сейчас российские поставки, ну, где-то процентов, если округлить, процентов 10 занимают от всей структуры потребления. При этом минус Европы в том, что собственная добыча продолжает падать. Это никто не отменял и отменить не может. Но там и самой добычи не так много. То есть в 2021 году, вот как бы в самом начале энергетического кризиса, годовая добыча составляла, ну, где-то 44 миллиарда кубических метров. За прошедшие годы этот показатель сокращался. Сейчас он будет где-то в районе 30 миллиардов кубических метров. Но, что характерно, по доле от потребляемого газа это будет, ну, примерно тоже процентов 10, как было раньше, там 10-11%. Потому что потребление сократилось. И вот давайте зададимся вопросом. Если российские поставки занимают процентов 10, собственная добыча занимает процентов 10, я округляю, но здесь предельная точность не важна. Можно ли сформулировать следующим образом вопрос, который господа в Политико задают? А можно ли отказаться от газа собственной добычи? Ну, всего лишь 10%. Дорогие друзья, в чем проблема? Казалось бы, ни в чем, давайте быстренько отказываться. Ведь, погодите, я понимаю, что звучит абсурдно. В смысле, я только что уравнял российский газ и газ собственной добычи, где взаимосвязь? Взаимосвязь следующая. Текущая энергетическая стратегия Европейского Союза подразумевает полный отказ от ископаемого топлива. И текущая ситуация с снижением спроса на газ подается как огромная победа этой самой экологической политики. Ну, то есть вы же не будете говорить, что, ребята, проблемы в экономике, индекс промышленного производства сокращается, спрос на газ сокращается, высокие цены. В среднем население экономит. Если ваши друзья в Европе не экономят, и персонально вы, смотрящие нас из стран Европейского Союза, не экономите, вы большой молодец. Расскажите о том, что вы не экономите Евростату, и, пожалуйста, расскажите аналитикам вроде Брюгель и прочих, которые отмечают сокращение спроса среди населения. Ну, вот им, пожалуйста, расскажите. Мы в данном случае ссылаемся на те данные, которые поступают из самого Европейского Союза. Поэтому у нас в комментариях о том, что вы персонально не сокращаете спрос, писать бессмысленно. Пишите им. Мы увидим, что они приняли к сведению вашу информацию, и больше вот так вот рассказывать не будем, что население сокращает спрос, промышленность сокращает спрос и так далее. Так вот, вы же не будете говорить, что это экономические сложности привели к тому, что потребление газа упало у населения, у промышленности, и только электроэнергетика более или менее так пытается сохраняться на прежних показателях. Нет, не будете, поэтому вы говорите, это успех. А мы так и хотели. Мы хотели отказаться от ископаемого топлива. Вот, пожалуйста, мы от угля отказываемся, мы от газа вот отказываемся. Кто не верит, вот, пожалуйста, вот статистика, вот мы отказываемся. А кроме того, напомним, что это мы в лице Еврокомиссии сказали народонаселению, промышленности и всем прочим вот этим там: сокращайте спрос. Мы сказали в августе 22-го. Спрос сократился, сократился. Значит, что? Значит, мы молодцы. Вот. То есть вы будете
А вы будете эту нехитрую мысль пытаться доносить через разные каналы. И в этой связи вопрос, а зачем вы сохраняете свою добычу? Ну так откажитесь от нее. Она явно вредная. Она явно вредная. От месторождений в процессе добычи в атмосферу попадает метан, а это парниковый газ. Вы же много рассказываете там у себя, что парниковые газы это ужасно и страшно, что метан это кошмар и ужас. Надо бороться с выбросами метана. Кстати, я даже не спорю, с выбросами метана, с потерями метана. Нужно бороться, с ним борются, и в Российской Федерации борются с этим показателем. Ну, то есть борется за снижение этого показателя, то есть количество выбросов. Но вы-то в принципе говорите, что это фу-фу-фу, кошмар-кошмар. Начните с себя. Откажитесь от своей добычи. Но нет, это вопрос такой. Это не надо от своей добычи отказываться. Мы будем до упора пытаться добывать газ. Так вот, возвращаясь к российским поставкам. 10% это много. И отказываться от 10% своей добычи, российских поставок, от поставок из Алжира и прочего, никто не будет. Потому как проблема-то не в том, что Европейский Союз вышел и в едином порыве сказал, отказываемся от ископаемого топлива вообще и от российского ископаемого топлива в частности. Проблема в другом. В том, что масса потребителей столкнулась со сложностями чисто экономического характера, из-за чего стало падать потребление. А как только у ряда этих потребителей либо стала выправляться экономическая ситуация, либо российский газ оказался экономически привлекательней газа из других источников, то потребление начало увеличиваться. То есть падение спроса на российский газ – это не сознательное действие. Ну, за исключением ряда стран, которые не верили, что мы прекратим, что поставки по рублевой схеме это ну, абсолютное требование, а не какой-то из серии. А вот неплохо было бы, а мы не хотим. Ну ладно, будем поставлять. Нет, нет. Вот Болгария, там, Финляндия и ряд других стран вроде Польши, они ну, оказались в ситуации, когда вот они сказали, мы не будем пользоваться рублевой схемой, им газ не поставляется. Это да. Но все остальные, они же хотели газ получать. И проблема была в том, что потребителя внутри страны не было. То есть крупнооптовый покупатель газа на территории Евросоюза, у которого контракты заключены с «Газпромом», просто не нашел бы спроса на этот газ внутри ЕС. Даже если бы стал покупать его в прежних объемах, ну, если бы технически это было возможно. А сейчас это еще и технически невозможно, потому что северные потоки взорваны, потому что Ямал-Европа недоступен, по крайней мере, польский участок газопровода Ямал-Европа, потому что прокачка через газоизмерительную станцию Сохрановка в рамках украинского коридора недоступна. Второе, третье, хоп, оказывается, что общее количество мощностей, которые сейчас недоступны, насчитывает порядка 100 миллиардов кубических метров. Ну давайте напомним, а насколько сократилось потребление газа в Европейском Союзе за прошедшие годы. С 21 по 24. Я такой прогноз дам на 24 год. В 2021 году потреблялось 415 миллиардов кубов. В прошлом году было порядка 335-336 миллиардов кубов. В этом году будет 330 или меньше миллиардов кубов. 415, 330. Это исходя из той статистики, которая доступна на текущий момент, то есть по итогам первых 3 кварталов. Вряд ли 4-й квартал будет каким-то, знаете, совсем уж аномальным, ну, по крайней мере, пока предпосылок нет. Ну, если будет, окей. Повторят показатели 23 года. Или наоборот, показатели будут еще хуже. Это уже не принципиально. Принципиально то, что упало потребление на такую огромную величину, которую немножко с другого конца, если позволите, подойдем. То есть потребление упало только у ЕС вот с 415 до там, почти 330 миллиардов кубических метров. И у Великобритании потребление упало. В итоге где-то на 100 миллиардов кубов потребление сократилось. И вот выходят тут политико и говорят, да, мы сокращаем потребление российского газа, да, мы молодцы, вот Еврокомиссия сказала сокращать, мы сокращаем, мы отказываемся. И вот только вот эти вот гады там сидят и получают российский газ. Я вас уверяю, во-первых, что если бы немецкие компании имели возможность покупать российский газ напрямую, они бы его покупали. Собственно, они его покупают просто в сжиженном виде и через Бельгию, а не напрямую через Северный поток. Кстати, где он?
Ну вот. И не через Ямал-Европу. Кстати, где он? Опять процитирую я широко известный, но очень старый анекдот. Это, во-первых, все было. А во-вторых, вот в текущем году из России по трубопроводам в Евросоюз будет поставлено порядка 30-33 миллиардов кубических метров. Ну, те самые 10% от потребления. Внимание, вопрос. Если сейчас отказаться от этого газа, то где его взять? Ну, то есть, можно просто сократить потребление, но когда у вас потребление, скажем, миллиардов 10, и вы эти 10 миллиардов, ну хорошо, 9 миллиардов из 10 покупаете в России, то вы где должны купить вот эти 9 миллиардов, чтобы заместить российские поставки? Вопрос не праздный. Производители внутри Европы, например, Норвегия, удовлетворить этот спрос не могут. Собственная добыча, вышеупоминавшаяся, падает, и удовлетворить этот спрос не может. Внешние поставщики. Ой, а в мире, оказывается, до сих пор нет избытка предложения. Более того, баланс спроса и предложения настолько хрупок, что как только какое-нибудь безобразие где-нибудь на Ближнем Востоке происходит, который ни на что, по сути, пока еще не влияет, тут же люди начинают бегать с выпученными глазами и говорить: мама родная, что же происходит? Или, если происходит какое-то безобразие, скажем, в Курской области, те же самые люди в той же самой Европе тоже начинают бегать с выпученными глазами и говорить: мама родная, что происходит? То есть для тех потребителей, которые стали увеличивать в 2024 году, поставки российского газа растут относительно 2023 года. И по трубопроводам, и в сжиженном виде. Так вот, эти потребители, которые начали наращивать потребление российского газа, они выбиваются из неких идеологем, которые выстраиваются вокруг сокращения спроса на российский газ. Мол, это сознательное решение, это мудрая политика Европейской комиссии. И вот именно это вызывает там окрики со стороны таких изданий, как Политико, и недовольство на уровне руководства Европейского Союза. Но если посмотреть не на вот эти идеологемы, а на цифры, ну хорошо, вы требуете от этих стран, ну точнее от этих покупателей в данных странах, чтобы они прекратили покупать российский газ. Вот 30-33 миллиарда кубов, которые будут в этом году поставлены. Чем их заместить? Сжиженным природным газом? Чисто теоретически. Это можно сделать. Но, а есть ли на мировом рынке свободные 30 миллиардов кубов, ну, в регасифицированном виде, если мы посчитаем СПГ? Кстати, добавим сюда еще 20 миллиардов кубов, которые поставляются в сжиженном виде. Ну, то есть, понятно, они в миллионах тонн поставляются, но потом регасифицируются, и получится по итогам года где-то 20 миллиардов кубических метров российского газа. Хопа! То есть мы вынуждены здесь увеличить долю российского газа вообще с 10% до еще больших величин, то есть это уже не 30-33 миллиарда, то есть 10%, а это уже где-то 53-55 миллиардов. Это немножко больше. Это немножко большая доля, которую нужно замещать. А это значит, что на мировом рынке надо найти 50 миллиардов кубических метров. А их нету. Их чисто физически нету. Вообще никто не ждет, когда же Европейский Союз соизволит покупать у них сжиженный природный газ. Это противоречит, опять же, ряду идеологем, которые прописаны на уровне энергетических стратегий Европейского Союза. Но, извините, вот злая действительность, она такова. Она как бы говорит, что, ребята, ваши фантазии злой объективной действительности неинтересны. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют вместе с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше вещали на вашей волне. Спасибо, до новых встреч. Ну а на сегодня да, все. Всего хорошего. До свидания.